Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за то, что вы со мной, за лайки, за подписки, за комментарии. Спасибо вам! Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было, чего бы то ни было, в том числе и от результата этого расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Не ждите чудес, чудите сами, девочки. Тема сегодняшнего расклада. Кому из твоего окружения не стоит доверять? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Подарочек. Свинью подложили. Что это? И сердце разбито. Интересно. Прям историю рассказывают карты. Оптимистка. Да? Смотрите, ждали каких-то чудес, опять я говорю, чудеса, да, подарков, презентов какой-то, ожидали, может быть, встреча с каким-то человеком, то ли мужчиной, то ли в принципе общение с какими-то людьми, может быть, там прям предвкушали, воспринимали людей одними, а они оказались совершенно другими. И их проявления для вас стали полной неожиданностью, как свинью подложили, да? Видите, вот так оно и просчитывается. Вот такой подарочек, где подложили свинью. Форс-мажор, что-то пошло не так. Это может касаться любовной истории, так как все-таки тут сердечко разбито. Но это может касаться, в принципе, ваших ожиданий от общения, там, ну не знаю, коллеги по работе, может быть, начальство на работе, может быть, в принципе, это ваше какое-то окружение, даже близкие. Не обязательно это мужчина, это, в принципе, как какое-то такое ощущение, что вы разочарованы. Да, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Не нужно очаровываться. Вот тут так и произошло в самом начале. Вы в ком-то подвлюбились в кого-то, были кем-то очарованы. И потом это произошло такое жесткое разочарование. Не нужно очаровываться, дабы потом не пришлось разочаровываться. Это история об этом. Но дальше мне идет ваше желание, соответственно, теперь ваше сердечко, вот это вот разбитое, его сделать холодным. Тут хрустальное сердце. Поменьше доверять, поменьше там кого-то подпускать. Стараться где-то, может быть, на вытянутую ручку, рамочки, границы, 1000 раз перепроверяете и все равно не доверяете. Вот тут как-то так. Опять-таки, может быть, какой-то период в вашей жизни. Это такой был. Мне кажется, это уже вы чуть-чуть вы отходите. Я имею в виду это ваше сердечко уже чуть-чуть оттаяло. Уже не настолько вы там замкнуты, закрыты, уже не настолько не настолько больно уже, да. Не настолько болезненный этот опыт уже. Он и есть этот опыт, его не пропьешь, да. Этот опыт, он останется с вами навсегда, но не настолько вы уже категоричны. Почему я так говорю? Потому что тут карта эволюция. И тут карта компас. Может быть, вы в таком состоянии после этого болезненных каких-то уроков, разрывов пребывали. И вам хотелось, может быть, вообще изолироваться подальше от людей и не видеть, и не общаться, так как ничего хорошего, может быть, уже и не ожидали. Но по карте компас, может быть, новые люди приходят в вашу жизнь, новое какое-то общение, или, в принципе, желание цвести, расцветать, и вы где-то отчасти, может быть, сами для себя осознали, что, закрываясь от людей, вы тем самым закрываете эти двери не просто от каких-то там плохих людей, да, токсичных, но и от позитивных, классных, новых встреч, нового общения какого-то действительно, которое не разрушает вас, а может быть сподвигает на что-то лучшее в вашей жизни. Может быть, желание даже узнать что-то. Тут как будто бы в жизнь возвращается к вам, краски жизни. Как будто бы, может быть, одно время вы воспринимали уже как черно-серое кино, да,
окружающий мир. А сейчас как будто бы краски возвращаются. Может быть, новыми гранями какими-то заиграла жизнь. Или в перспективах. Вы видите какие-то уже перспективы. Вот по карте компас, как будто бы вы сейчас стараетесь взять управление собственной жизнью, судьбой, собственной ручки. Тут как будто бы где-то отчасти вы стали взрослее, кто-то избавился от этого детского инфантилизма, кто-то решил, я не позволю больше никому растоптать там мои, ну, тут у кого-то мечты, у кого-то, в принципе, какие-то ваши действия, да, обесценились, какое-то ваше отношение, может быть, к людям, вот вы тоже могли тут почувствовать, что я вкладывалась в отношения, я к людям относилась с открытой душой, а это все плюнули мне в душу, обесценили. Вы говорите, нет, хватит, из-за каких-то придурков, нехороших людей я не позволю испортить себе жизнь, я не позволю закрыть свою жизнь для чего-то классного, нового, замечательного. Вот как-то так, как будто как отчасти как выздоровление какое-то идет. Эволюция. Тут девушка задумалась, может быть, улучшить внешние какие-то данные, уж не знаю, косметологические процедуры. В принципе, развитие, рост, это всего касается. То вы говорите, нет, нет, нет. Нет, это, конечно, повлияло, там какой-то болезненный опыт. Но я буду жить счастливо и долго, да, вопреки всему, несмотря ни на что. Где-то, может быть, назло даже кому-то. Такая сигнификация ваша у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Так. Кому из вашего окружения не стоит доверять? Может, сейчас что-то подсветят, покажут, дадут наводку, явки, пароли сдадут. Кому из вашего окружения не стоит доверять? Адрес, фамилия, имя, отчество. Кому из вашего окружения не стоит доверять? Может, я уточню сейчас, кем этот человек для вас является. Кому из вашего окружения не стоит доверять? Может, это, уж не знаю. Ой, не хочу ни на кого наговаривать. Так. Итак, кому из вашего окружения не стоит доверять? Ух ты, женщине не стоит доверять. Ничего себе. Заговор какой-то тут. Че тут она? Какой-то заговор плетет. Нет, тут больше волшебный какой-то такой смысл. Ну, сейчас будем уточнять, что это за женщина. Каким боком вы к ней, она к вам. Это ваша... Ой, это подруга. Она себя позиционирует как ваша подруга. Карта собака. Приказ. Зависимость. Интересно. Так, мы об этой женщине сейчас говорим. Ага. У этой женщины, у нее с каким-то мужчиной очень непростые взаимоотношения. По карте дьявол. Иногда у меня, кстати, так проигрывается это начальство. Это, кстати, не обязательно вот тут прям конкретно мужчина. У этой женщины может быть с ее непосредственным начальством какие-то очень непростые взаимоотношения. Уж не знаю, что-то тут какие-то махинации. По дьяволу многоходовочки. Так, о чем это вообще? Ой, это женщина. Давайте так, для начала. Она проигрывает себя как ваш друг по карте собака. Спрашивала, на самом деле ваш друг? Да какой там друг? Карта дьявол. Вообще тут очень много дьявола вот на эту женщину. То есть тут 100% ей не нужно доверять. Упаси Господи, такой нельзя ей доверять. Почему? У нее могут быть какие-то тут свои планы, в том числе использовать вас. В принципе, стараться вас вовлечь в какие-то тут интриги. Тут карта женщины как будто бы живет
тут заговор, это магическая, с магической колоды, но в данном контексте мне хотелось бы это прочесть, знаете, как бы человек постоянно плетет вокруг себя какие-то интриги, заговоры, сговоры. Так, против вас, кстати, может быть. Нет, вот именно сейчас как будто бы сдерживается, воздерживается против вас. Карта униженность, смерть. Тяжело. О чем это? Уже у вас с ней могли быть какие-то проблемы. Какое-то время назад она то ли попыталась вас как-то задеть, то ли унизить. Сейчас нет. Сейчас она себя сдерживает от каких-то проявлений именно в вашу сторону. Вот прямо сейчас. Но вам когда-то было, вот, это уже был болезненный опыт, и вам, как тяжелая ноша, может быть, даже общение с ней вам было неприятно. Вы знаете, что эта женщина на многое как бы способна, и в том числе какой-то негатив. То есть, опять-таки, тут и карты какие-то говорят о том, что вы могли быть с ней в какой-то связке. Тут карта зависимая, созависимые отношения. Ну, не буду тут переносить, да, как, какой-то такой смысл тут сюда вкладывать. Тут, в принципе, вы на каком-то определенном этапе могли с ней быть в одной как связке. У кого-то это рабочие взаимоотношения, да, когда ты, можно, конечно, стукнуть кулаком по столу или дверью хряпнуть и разойтись, да, но это все равно, как бы чревато. Работу менять там или что-нибудь еще ради одного человека, из-за одного человека. Тут как будто бы вот тут карта приказ и карта собака. Это говорит мне о том, что ей выгоднее этой женщине, как вам сказать, себя позиционировать как ваш друг. Вот тут как будто бы это дает ей бонусы. Отчасти она тут карта приказ. Ну, она может быть, конечно, вашей начальницей непосредственно, или в принципе начальник, который пытается себя преподнести как ваш друг, который заботится тут чуть ли не о вас. Вы в связке в какой-то находитесь. Вот тут такое вот. У кого-то это, если не начальство, это в принципе как подруга ваша, то тут опять-таки она идет в общение с вами. Тут показано не по велению сердца, а тут у нее какие-то свои, уже не знаю, планы. Планы, как будто бы, может быть, вы ей чем-то выгодны, опять такое. Ой, так, кому еще не стоит доверять? Так, тут... При том, что тут вокруг нее какие-то постоянно, какие-то идут, дьявол. Тут какие-то многоходовочки. При всем при этом она как будто старается себя держать вот в руках, в гармонии. То есть, то ли для нее это нормальное состояние. Для нее это нормальное состояние. То есть, если вас это может выбить из, как бы, из седла, если можно так сказать, там какие-то там, не знаю, сплетни, манипуляции. Для нее это нормально, для нее это норма. Опять-таки, можете быть как одной семьей какой-то. Не знаю, что-то такое. Так, не стоит доверять. Освобождение, смирение. О чем это освобождение? Мне такое идет, как будто бы вы знаете, что ей действительно не стоит доверять этой женщине. При этом вы стараетесь с ней как-то по справедливости. То есть, если она к вам как-то по-дружески проявляется, то и вы в ответ стараетесь. Но в идеале, карта звезда, ваша мечта как будто бы, видите, освободиться. И оттуда то ли взаимоотношений с ней, из какого-то общения с ней улететь, в принципе, да. Но пока как будто бы карта смирения, как будто пока вы смиряетесь с тем, что
хочешь не хочешь, а вам с ней приходится коммуницировать, как-то выстраивать эти отношения, планировать их даже. Так вот мне идет. Так, по большому счету, почему не стоит доверять? Ну, я уже вытащила там дьявол, и в прошлом она как-то могла вас обидеть. Там унижение как-то так могла, то ли как некрасиво по поводу вас, как-то изъясняться, делать какие-то замечания, или в принципе сплетни какие-то даже вот, да, поддерживать, распространять. Вы почувствовали себя, может быть, незаслуженно обиженной. Там была у меня карта унижения. Почувствовали себя униженной и незаслуженно. Как будто бы вы, ну, говорите, я же старалась нормально. Тут еще такая карта говорит о том, что вполне возможно вы сразу изначально восприняли ее нормально и доверяли ей. А потом вот какие-то такие нюансики, звоночки уже были. При этом в глаза она может вам улыбаться. И карта собака, это об этом же, дружба и проявления какие-то у нее могут быть. Вот. Странная карта. Так, почему не стоит ей доверять? Карта сущность. Потому что человек может такую дичь творить, может неожиданно для вас испортить вам жизнь, скажем так. Она не всегда даже может это контролировать, какие-то ее проявления такие. Хотя, в принципе, она себя может позиционировать, что я справедливая, это я справедливая. Я же ничего лишнего как будто бы не говорю и не делаю. Я за справедливость. Вот тут что-то такое вот. Почему не стоит доверять? Ну, у кого-то тут, если с бизнесом, с деньгами связано, тут карта воровство. Аккуратно человек может подставить, ну, скажем так, ваши ресурсы какие-то умыкнуть или попытаться вас использовать. При этом мне почему-то подсвечивают, она, я не могу сказать, что она там глупая, не глупая, она какая-то такая, знаете, она настолько может адаптироваться в любом обществе, найти подход. Плюс тут человек, который много информации как будто собирает, может компроматы какие-то собирать, многоходовочки какие-то выстраивать. Этот человек может вас как вовлечь в какую-то схему, и вы даже до конца вы не понимаете, вы не осознаете, вы вообще как будто бы в разных мирах общаетесь. У вас вот ваше мировоззрение, а этот человек вообще как бы, ну тут карта сущность, он как бы с другого мира. Ну, на разных языках вы общаетесь, и она может приспособиться, она легко приспосабливается. Вы можете стать жертвой этого общения, там, если будете сближаться. Ну, по крайней мере, вас предупреждают, не доверяй. Ну, тут вот что-то такое. При этом у нее какие-то нестандартные могут быть даже подходы. То есть вы, по большому счету, вы даже не можете предугадать и предусмотреть там ее поведение, ее поступки. Там вот что-то так вот. Ага. У вас свой путь, своя дорога, как будто говорят, не разменивайся, не теряй свою энергию. Вот, но вот эти еще разгадки, да, вот зачем вам копаться там и пытаться разобраться, что ею движет и почему и зачем. Ну, как будто бы человек вообще из другого теста сделан. И мозги у нее другие, ну, не хуже, не лучше. По-другому вообще человек мыслит. Может, ценности другие, приоритеты. Она привыкла жить вот как будто бы вот используя свои какие-то там способы и какие-то моменты очень такие щекотливые ситуации. А тут вам говорят, ну вообще это вообще не твое. Ну, ваш путь, ваша дорога, вы как будто бы отвлекаетесь даже на вот эти какие-то, может быть, там, не знаю, у кого-то сплетни, у кого-то многоходовочки какие-то, игры закулисные. Тут просто вам подчеркиваю, что идите своей дорогой, стройте свои планы, не отвлекайтесь, да, на вот проявление каких-то вот этих сущностей. Все. Такой у нас получился расклад. Вот этой женщине вам не стоит доверять. И да,
Не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.